Мы находимся с вами в 80-х, в период СССР, в системе, которая полностью или практически полностью закрыта для Запада. Как панк-движение пришло в Советский Союз и как оно было встречено? Как ни странно, мы узнали про панк из советских газет и журналов. Сперва появилась очень странная маленькая заметка в журнале «Крокодил». Естественно, там постебались над панками, над новой модой, которая возникла в Англии. Собственно, слово «панк» даже не прозвучало тогда. И все названия групп и сам стиль был переведен на русский язык. И это звучало как «шпана-рок». Это очень смешно. У нас было всего 3 телевизионных канала. И по первому, по воскресеньям выходила программа «Международная панорама». И вот в 1977 году нам показали панков на улицах Лондона. Это был просто взрыв мозга, потому что люди с склокоченными волосами, смелые, веселые, шли куда-то неизвестно куда, вели себя как какие-то сорвавшиеся с цепи животные. Это очень интересно было, это очень бешено было. И нам, конечно, хотелось быть такими же. Естественно, это сразу стало привлекательным для тех, кому было как раз где-то 16, 18, 20 лет. Естественно, это зацепило самых свободолюбивых ребят в Советском Союзе, которых было на самом деле немного, совсем немного, которые даже не называли себя панками. В Ленинграде мы называли себя битниками, потому что стоило выйти на улицу с клокоченными волосами, в какой-то странной одежде, как тебя задерживала милиция, тебя могли остановить, тебя могли спросить, кто ты такой, куда ты идешь, почему ты так одет, почему не на работе, почему не на учебе. И если ты еще и был пьяный, тебя легко могли задержать на несколько суток. Тебя останавливали, приводили в отделение милиции, фотографировали, анфас, профиль. Затем твоя фотография подшивалась в досье, на тебя заводилось дело, и, естественно, милиция спрашивала тебя, кто ты такой, почему ты себя так ведешь. Если ты скажешь, что ты панк, то у тебя большие проблемы могли быть. Поэтому мы вынуждены были скрывать, что мы панки, и называли себя битниками. Ну, носить ирокез можно было только под шапкой. Когда мы приходили к кому-то домой в гости, снимались большие пальто, и обнаруживалось, что мы одеты в какие-то огромные пиджаки, несоразмерные штаны. У меня были брюки, прошитые молниями, я сам взял их, вшил туда. Причем я это сделал не так, как это делали англичане, то есть не сверху нашил, а действительно прорезал такие ширинки по всем штанам. У меня были бесконечные ширинки на штанах. Какая была разница между советским панком и западным? Ну, в принципе, между панками вообще нет разницы. Панки всего мира очень похожи. Практически какой-то большой разницы между тем, как исполнялся панк-рок на Западе и как он исполнялся в Ленинграде, нету. Мы слушали Sex Pistols, мы слушали Clash, мы слушали Stranglers, мы слушали Ramones, конечно же. Это все были замечательные вещи, которые возникали в то время прямо у нас на глазах. Постпанк, все эти группы, они были у нас на слуху. Причем мы же были бедными, мы не могли себе позволить купить эти диски. Но в стране были люди, которые ездили за границу, которые привозили оттуда винил. Это стоило хороших денег, огромных денег стоило. В любом случае мы не могли себе это позволить. У нас были магнитофоны, мы записывали... Я сейчас вам покажу. Мы копировали. Это было пиратство чистой воды. Но это был единственный способ, чтобы как-то... Вот этот магнитофон... Это тот самый магнитофон, на котором я
копировал музыку, которую я слушал. Любимую музыку. Первые группы, появившиеся в Ленинграде, это были группы, которые играли, в общем, западную музыку, пели по-русски. Ну, во-первых, потому что мы плохо знали языки. К тому же песни на русском языке, естественно, они были понятны всем, и, это было. Отличались мы, естественно. Мы отличались тем, как были записаны наши записи. Мы отличались тем, что инструменты, на которых мы играли, это были либо самодельные, либо какие-то советские гитары. Вроде вот этой гитары, чехословацкая гитара, сделана в Чехословакии. Вот эта гитара, это была роскошь для панка. Хотя есть еще одно огромное отличие между западным панком и советским. Мы вообще не играли концертов. Мы не могли играть концерты нигде. Это движение пришлось не по вкусу советской власти. В какой степени было опасно быть панком в этот период? Чего больше всего боялись наши власти, это какого-то антисоветского движения, анархистов или просто правозащитников. Записи группы «Отдел самоискоренения», скорее всего, представляли такую же опасность для советской власти. И наверняка они просто опасались, что наши песни станут популярными среди антисоветской публики. Потому что то, что мы делали, это было жесткое глумление над системой, над режимом, над этим строем. К власти пришел руководитель КГБ, и одна из директив, которую он выпустил, была директива о работе с молодежью. Молодежь нужно было более тщательно контролировать, следить и выявлять на улице тех, кто мог представлять из себя опасность для советского строя. Ну и кончилось это все тем, что мне позвонили из Комитета госбезопасности, вызывали очень многих. Некоторым предлагали сотрудничество в обмен на какие-то сведения, на какие-то материалы. Некоторых пугали. На самом деле боялись все. Мне было предложено подписать бумагу о том, что я больше никогда не буду сочинять песен, никогда не буду писать текстов, подрывающих авторитет Советского Союза. Я подписал эту бумагу. Тем самым я подписал запрет на существование своей первой группы «Отдел самоискоренения». Можешь ли ты рассказать немного о себе, о своей музыкальной карьере, начиная с ее самого начала и заканчивая сегодняшним днем? Ну, все, что было потом, это были разные группы, в которых я играл в разных стилях. Вообще мне нравилась разная музыка всегда. Я никогда вообще не зацикливался на панке или на каком-то стиле. В конце 80-х панк стал самым популярным стилем в Советском Союзе. Любые группы, все группы считали себя панками. Мне, как человеку искреннему, было совершенно неинтересно в этом участвовать. Никакого адреналина в этом уже не было. В середине 90-х я все еще работал в Мариинском театре. Мы выехали на гастроли в Париж, и я остался там жить со своими друзьями, французами. Из Франции я вернулся и собрал один из своих самых успешных проектов. Группа называлась «Бегемот». Группа играла инди-рок. Мы записали 5 альбомов. В 2000-х годах я собрал сольный проект, который назывался «Федди». Мы играли рок-н-рейв. Это была смесь такая оголтелого постпанка с электронным звучанием. У нас было очень много электроники. И тут неожиданно вновь возник интерес к панк-волне 80-х годов. Я встретил очень много молодых ребят, которые сейчас интересуются панком 80-х годов, потому что наше время сейчас очень похоже на то время, когда Советский Союз разрушался. Во-первых,
власть ведет нас в то же самое стойло, в те же самые рамки. Точно так же, как в те времена страна участвует в холодной войне, в каких-то военных конфликтах, в гонке вооружений, в поиске врага. Пропаганда работает совершенно какими-то кошмарными методами. Естественно, я решил, что это время наиболее актуально для того, чтобы вновь собрать отдел самоискоренения. Тем более, что прошло ровно 30 лет с момента его запрета. Какие произошли изменения в панк-движении со времен Советского Союза? Молодой независимый питерский лейбл ВДВ Records издает 7-дюймовый винил с 3 песнями отдела самоискоренения 1984 года. Он называется «Войны для воинов». И московское издательство «Сияние» собрались выпустить всю антологию сохранившихся записей группы под названием «Анти-все». Ничего такого я себе раньше не мог даже представить. Чтобы такие старые записи, чтобы такой забытый материал, да еще и запрещенный. Ведь я реально не мог его показывать никому в течение очень долгого времени. Не просто потому, что я подписал эту бумагу, а еще потому, что я в том числе опасался за свою семью. У меня была семья, в которой моя бывшая жена работала на телевидении. У нас были дети, которые росли, занимались музыкой, занимались на скрипках. И в итоге, как я и хотел, они поступили учиться за рубежом, а они учились в Англии. И сейчас так и живут за границей. Вот, чтобы все это могло произойти, я был должен молчать. Сейчас у меня развязаны руки, я могу делать все, что угодно. И мне не нравится то, что здесь происходит. Мне не нравится то, что происходит с людьми в этой стране, в первую очередь. Мне не нравится то, о чем они думают. Мне не нравится, что то, за что мы все боролись в конце 80-х, в начале 90-х, когда были эти революции, когда были баррикады, когда все эти люди стояли рядом со мной на этих баррикадах. Это были совершенно разные люди, совершенно разных слоев и классов. Мы все стояли за свободу. Куда делась эта идея? Почему мы опять возвращаемся в этот загон, из которого мы так хотели сбежать? Я хочу, чтобы главным для людей, живущих в этой стране, всегда была свобода.